Добрый день, меня зовут Сергей Витищенко. Тема этого видео – правда ли то, что наш человеческий мозг работает всего лишь на 10%? Дело в том, что данная информация кочует из статьи в статью, из публикации в публикации, научные причем. Очень много фильмов, разных мнений и доводов по этому поводу. Некоторые говорят, что наш человеческий мозг работает всего лишь на 5% или на 10% или на 15%. Некоторые говорят, что 40%, а все остальное – это какие-то сверхособенности, сверхвозможности нашего человеческого мозга и организма в целом. Давайте, наверное, сразу же скажу тогда то, что развею этот миф, это миф прежде всего, и скажу правду, что наш человеческий мозг работает на 100%, причем всегда. Теперь давайте поговорим об этом. А начать бы я хотел с опыта Карла Лешли. Это был такой экспериментатор, он ставил эксперименты на крысах. Задача крысы была дойти из точки А до точки Б через лабиринт. И этот ученый пытался выяснить, где же находится, в каком отделе мозга у крысы, где находится память. И он потихонечку отрезал какую-то часть мозга, удалял ее хирургически и проверял, крыса дойдет из точки А в точку Б через лабиринт или нет. И дошло все до того, что он полностью уже удалил мозг, грубо говоря, у крысы. И крыса, естественно, не дошла до конца, до точки Б. Этот опыт и этот эксперимент показывает и доказывает что наша память, оперативная, рабочая, долговременная, да любая память, как ее можно назвать, она не хранится в каком-то конкретном участке мозга, а она хранится во всем нашем мозге целиком. И нет такого одного какого-то маленького отдела, может быть, там в неокортексе, может быть, там в других отделениях мозга, в полушариях там, и так далее, чтобы, чтобы там хранилась память. Память, она полностью, она везде. Это первое, что доказывали опыты этого ученого. Второе, что я хотел сказать, что вот у нас есть эволюция. Ну, мы все прекрасно понимаем, что она есть. И что если бы наш мозг работал всего лишь там на 5 или на 10%, то было бы логично что так как наш мозг потребляет больше всего энергии в нашем теле, на самом деле это правда, так оно и есть. И в процессе эволюции бы с человеческим телом, с нашим мозгом получилось бы следующее, что он бы сократился. Зачем столько много тратить энергии? У нас бы просто мозг уменьшился в размере. Но что получается на самом деле, что за последние миллион лет человек, и до этого кто были приматы, прямоходящие там и так далее, обезьяны, мозг увеличился в 2 раза. Это говорит о том, что наш мозг человеческий работает на 100%, и он нам нужен целиком и полностью. Что если бы, опять же, про этот миф, если бы наш мозг работал бы на 5 или на 10%, то эволюция бы сделала так, что у нас бы остался маленький кусочек мозга, и все. Это как бы элементарно просто. Но тут, опять же, возникают такие вопросы, как вот есть нобелевские лауреаты, это великие люди, это, которые получили премии, которые, на самом деле, умные, тут никто не сомневается. И чем живут нобелевские лауреаты, это просто для примера, на самом деле умные тоже и другие люди, но просто их я беру для примера. Чем они отличаются от обычных людей? Первое, это что у них были врожденные особенности, которые они правильно реализовали и правильно использовали. Ну, допустим, берем какого-нибудь Нобелевского лауреата, он получил премию по физике, но если бы он был каким-то бухгалтером, либо, я не знаю, преподавателем музыки, либо он пошел бы работать в шахту, то он бы не получил ее, потому что, ну, в смысле, он бы не добился бы таких высоких результатов. У него были уже задатки, что ему нужно именно идти, заниматься и работать с физикой, либо там другой Нобелевский лауреат, там какой-то известный артист, либо поэт, либо там, режиссер, там, неважно кто, какая-то знаменитая личность. То есть у него уже до этого были гены, которые были не настроены даже, как правильно сказать, а было предрасположение именно к этой профессии. И что он занялся именно этой профессией, этим родом деятельности, тем самым он очень сильно повысил свою эффективность. Он сконцентрировал все свое внимание на своей сфере деятельности. И он просто занимался любимым делом. Когда люди, как вот опять же повысить, допустим, свою эффективность, сейчас немножко в сторону уйду, нужно заниматься своим любимым делом. Что тебе нравится? Тебе нравится рисовать?
рисуй. Если тебе нравится там, не знаю, заниматься физикой, либо химией, занимайся наукой. Если тебе нравится искусство, занимайся искусством. То есть, чтобы добиться больших результатов, нужно заниматься любимым делом, чтобы это приносило интерес, чтобы это были эмоции, чтобы это было вдохновение. И опыт, и труд, еще хотел сказать. Это просто хотел привести пример по поводу Александра Сергеевича Пушкина. Все говорят, что он гений, так оно и есть. И то, что у него очень хорошие, классные произведения, стихи, книги, там, рассказы и так далее. Все думают, то, что он сразу же брал ручку, перо и делал шедевры. Но никто не думает и не вспоминает о том, то, что каждое стихотворение, он, грубо говоря, делал 500 черновиков, либо там 500 заметок. То есть методично работая над своей деятельностью, если ты любишь эту деятельность, если она тебе нравится, ты накапливаешь колоссальный опыт и знания в этой сфере, и ты добьешь результата, и ты получишь Нобелевскую премию. Это просто я к тому, что чем нобелевские лауреаты, у них же мозг тоже на 100% работает, и у нас тоже работает на 100%. Но почему-то кто-то получает Нобелевскую премию, а кто-то не получает Нобелевскую премию. В общем, в этом видео я хотел доказать и обосновать свои выводы, даже не мои. Дело в том, что изучением человеческого мозга я занимаюсь очень давно и очень много информации знаю по этому поводу. Прочитал гигантское количество книг, общался с очень знаменитыми людьми, дискутировал с ними по поводу того, как работает же наш человеческий мозг. В этом видео я попытался обосновать и на простых примерах показать то, что наш человеческий мозг работает на 100% у каждого. Хотя, наверное, у кого-то и в самом деле он работает на 10%. Ладно, это шутка. Если он работает меньше, значит, это уже тяжелая форма заболевания. Это уже совершенно другое. Ну, теперь без шуток. В принципе, у меня все. С вами был Сергей Витищенко. Если вам было интересно, поставьте лайк. Всего доброго. До свидания.